Мої вітання усім небайдужим до рослин. Я Світлана, мій садок знаходиться під Києвом, і я запрошую сьогодні до мене в сад. Я розповім, очень полезное сегодня будет видео про уход весной за рододендронами, азалиями и магнолиями. Решила объединить эти три растения. Они очень похожи по требованиям кислотности и по уходу. Эту зону я вам давно уже не показывала. Раньше всегда начинала видео именно отсюда. Она была самая готовая, самая сделанная. А сейчас в саду, конечно, очень много интересных мест, которые можно посмотреть. Ну, идемте, подойдем отдельно к рододендронам, к азалиям и к магнолии. Покажу, что я буду делать. Может быть, вы возьмете что-то именно вам важное по уходу за этими растениями. Ну и покажу вам этот рододендрон, который у меня уже зацвел. Прошло всего 2 дня с прогулки апрельской. Смотрите, как он выглядит. Уже половина где-то почек распустилась. Это рододендрон Каннингемс White. На его примере я покажу, что мы делаем с рододендронами сейчас. Немножко я опоздала. Это надо было делать в период, когда вот такие почки. Ну, в основном все рододендроны сейчас еще находятся в передцветении. Значит, первое, что мы делаем с рододендронами, это, конечно, убираем сорняки, мульчируем, подсыпаем или хвойным опадом, или у нас тут дробленые веточки хвойные, а вот показатель кислой почвы, хвощ. Убираем этот хвощ. Такие растения свидетельствуют, что почва кислая. Тут у меня, смотрите, населся барбарис, растет, подрастает в тени, зеленый, а на солнышке, вон там, возле клумбы у теплицы, он темно-бордовый, показывала на прогулке. Так вот, за рододендроны замульчировали толстым слоем. Можно подсыпать кислый торф. Такой он черный, подсыпать у корней. Так проще будет и удобрение распределять, и повышает кислотность, если дождями вымыло, и за зиму почва не такая кислая уже. Дальше. Обязательно проложите капельную трубку. Вот у меня как раз капает вода. Тут расстояние 20 сантиметров. Спрашивали, через какое расстояние. Не сильно близко к корню, сантиметров 20 от корня. У меня всегда под рододендронами, магнолиями, гортензиями лежит капельная трубка. Дальше, сейчас конец апреля. Самое время. Ну, это надо было еще неделю назад сделать, но совсем не успеешь. Первое, что мы делаем, не буду оригинальной, рассыпаю комплексное удобрение. Период действия 2-3 месяца. У меня оно в коробочке. Я вам приложу формулу. Азота не сильно много. Главное, побольше микроэлементов. Рассыпаем в прикорневой круг. Сколько? Размером вот такой, если кустик. Тут примерно, не померила, примерно 60 или 70 сантиметров диаметр. Может, чуть больше. 1,5 где-то столовые ложки я буду со всех сторон подсыпали тем кислым нашим торфом. Все замульчировали, закрыли. В нем, конечно, азота немножко больше, чем сейчас требует рододендрон, но
комплексные удобрения у корня, они работают не сразу, пока пропитается земля. Желательно это сделать перед дождем. Ну, у меня тут капельная трубка. Дождевание каждый вечер я делаю, поэтому примерно дней через 10 начнется его только действие. Поэтому, если там немножко больше азота, не переживайте. Следующее, что я буду делать, обработка, конечно же, от вредителей. Рододендроны подвержены нападению паутинового клеща. Для этого я буду использовать Вермитек обработка или Санмайт. Спрашивали, чем от паутинового клеща. Одновременно с этим в пульверизатор, в большую емкость, я буду добавлять плантафол. Удобрение, которое работает по листве. Рододендроны, как и пионы, начинают цвести раньше всех. Поэтому используем удобрение с формулой 10, 54, 10. 54 это фосфор. НПК. Почему? Потому что сейчас усиленного роста нашим рододендронам не надо. Им нужно цветение. Большие, пышные, здоровые, красивые цветы. Фосфор именно над этим и работает. Удобрение с формулой 20, 20, 20 или любой другой равнозначный. 18, 18, 18 или 16, 16, 16 будем использовать после цветения, чтобы наши рододендроны в рост тронулись в рост и стали большими и пышными. От клеща можно вместе с любым, не обязательно с плантафолом, с любым водорастворимым удобрением, где больше фосфора. Формула тоже будет немножко другая в любом удобрении, но главное, чтобы была вторая цифра больше. Скоро мы будем разбираться в любых удобрениях. Следующее, что мы делаем, от вредителей обработали, от клеща и удобрения. От болезней я буду использовать скор или хорус в зависимости от температуры. Рододендроны тоже могут болеть и пятнистостями, и какими-то, ну вот это не болезнь, это подсох лист просто. В принципе, этот рододендрон полностью здоров. Следующее, что я буду делать, это значит обработала скором на следующий день, желательно вечером, и чтобы не было дождя хотя бы день. Следующее, что я буду делать, обработаю от долгоносика еще дня через 3. Вермитек, конечно, с этим справится, но если вы не этим препаратом обрабатывали, а чисто акарицидом, можно отдельно инсектицидом от долгоносика. Это такой жук вредный. Вот я вам поискала, нашла. Смотрите, он делает вот такие дырки. Это прошлого года у меня пострадал. Немножко поздно я среагировала. И тут где-то был. Уже заросло. Не видно. Долгоносик съедает лист очень быстро. Урос у меня в прошлом году за неделю, пока меня не было, почти полулысые кусты были. Поэтому обязательно после, если у вас чисто акарицид, через недельку после него инсектицидом широкого спектра действия от вот этого долгоносика. Рододендрон съедает подчистую этот лист весь в дырках. Мало того, что внешне непривлекательная, он же портит листву, а листва у нас работает на получение солнца и на выработок хлорофилла для растений, для зелени, для цветов. Если будут изъеденные листья, это и непривлекательно, и вредно для наших растений, в частности для рододендронов. Следующее, что я буду делать, мы подкислили, конечно, кислым торфом немножко землю, но я буду рассыпать в приствольный круг коллоидную серу. Я вам уже
Показывала, когда высаживала крупнолистную гортензию. Такой порошок желтого цвета. Сколько? Опять же, вот такой кустик. Тут примерно пол чайной ложки будет. На куст такого размера чайная ложка без горочки, без фанатизма. Коллоидная сера работает как легкий фунгицид по почве и подкисляет. Его я использую 2 раза. 1 раз весной и другой раз осенью. Все. На большой куст чайная ложка без горки. На маленький куст половина чайной ложки. На малюсенький кустик, где 2 веточки, вообще щепоточку. Дальше, что касается рододендронов. Именно сейчас вы можете поискать у своего кустика веточку, которая ближе всего находится к земле. Допустим, вот эта, и она еще зеленая, прошлого года прирост. Пришпиливаете ее. Ну, это если есть желание провести садовые эксперименты. Пришпиливайте какой-нибудь такой или электродом согнутым, или проволокой крепкой. Ложите сверху много кислого торфа с иголками. И камешек сверху. Я обычно ложу камешек. Сейчас я вам покажу на примере соседнего куста. Я так делала в прошлом году. Сегодня открыла, посмотрела, еще не укоренился. Это мы с вами будем укоренять. Это металлика рододендрон, темно-фиолетовый, очень красивый. Вот у меня эта веточка и капельная трубка. Тут видите, камешек лежит и внизу много кислого торфа. Укореняется. У меня есть положительный опыт укоренения таким образом рододендронов. Это, конечно, долго. Пышного большого цветения через 1-2 года не будет. Но зато вы размножите. У рододендрона такие, как мочалки, корни. И они потом отсекается веточка и пересаживается. Ну и последнее хотела сказать. Ожидаем мы скоро заморозков. Через 3 дня опять почти до нуля. На те рододендроны, которые расцвели, ставим дуги, ложим агроволокно. Почему? Потому что само растение не пострадает, а нежные лепестки почернеют. И цветение получится испорченным. Желательно агроволокно в 2 слоя. Но это только самые ранние сейчас цветут рододендроны. Возможно, это поможет. У меня магнолию так спасло частично. А вот я вам покажу почка, которая заснула. Она осыпалась и пошли в рост уже новые побеги. Вот так вот. Мы будем удалять цветы, когда они отцветут. И прямо из-под низа у них пойдут новые почки. Рододендрон пойдет в рост. И тогда только мы будем по листу использовать плантафол 20-20-20 для большого пышного нарастания. Ну, что делать с ними летом, я вам расскажу. А сейчас, если погода у вас теплая, жаркая, не забывайте еще дождевание вечером по листве. Все, старт мы им дали. И теперь ждем, что они нас отблагодарят и зацветут пышным, ровным, красивым цветом. Порадуют хозяйку и гостей. Идемте, покажу вам азалию. Пока мы будем идти к моей азалии полулистопадной, я вам еще забыла сказать, что обязательно по листве, как и хвойные наши, можно обработать рододендроны, даже нужно, не можно, хелат железа плюс циркон. У меня хелат железа 13%, вы спрашивали. Вот такой. Я, чтобы вам сориентироваться, столовая ложка без горки, без фанатизма, на 10 литров. Ну а вот наша листопадная, полулистопадная азалия.
Сорт я подписываю, на память не помню. У него цветы, граммофончики красивые, по несколько штук. В прошлом году он как-то плоховато цвел, но я так понимаю, он как и рододендрон, год через год. Один год обильно, один более спокойно. Лист очень похож на самшит. Из него можно тоже формировать шарики. Он поддается стрижке, как в принципе и все рододендроны можно формировать. Даже в штамп я видела рододендроны на штамбе. С ними, с азалиями мы поступаем аналогично. Мульчируем, прокладываем капельную трубку. Так, почему ты не капаешь? Надо пойти проверить, почему тут капля хуже капает. Обязательно периодически проверяйте трассу, потому что, может быть, надо выпустить воздух. Приподнимайте самый край вашей трассы вверх, воздух выходит, и тогда пойдет капля капать. Я смотрю, там капает вот полукруг, а сюда меньше. С азалиями все точно так же, как с рододендронами. Мульчируем торфом, обработка по листу от вредителей долгоносика и от болезней, плантофолом по листу 10-54-10, потому что, смотрите, вот расцветут наши граммофончики вот такие. Хелат железа плюс циркон. Сколько? Если нормальное состояние растения, 1-2 раза. Если проблемы, бледный лист, даже лимонный лист, месяц целый, раз в неделю. Так же, как с проблемными хвойными. Еще хотела сказать и про рододендроны, тоже забыла. Удобрения не надо каждую неделю новое давать и ускорять, усиливать рост рододендронов. Этот рододендрон Silver Lady, помните, какой у нее замшевый листок. Цветение будет не такое пышное. Вот почему у меня не капает. Прорвала трассу. Бежит вода. Минуточку, сейчас я исправлю. Тройник. Разошелся тройник. Вот я вам почему говорю. Но сейчас я посмотрю, пошла капать или нет. Ну вот, теперь капает, конечно. Проверяйте трассу всегда. Вот этот рододендрон, он как бы не очень себя хорошо чувствует. Но это детки, которые, они у меня второй год. Вот его явно видно признаки хлороза. Надо обработать хелат железа и циркон. И долгоносик его бедного ел. И все. Хорошо, что я с вами подошла сюда. Так бы думала, полив работает, все нормально. Не заметила бы проблему. Залился бы рододендрон прямо возле него. Заболел бы и непонятно почему. Засох лист и все. И не было бы у нас рододендрона. Так, пойдемте к листопадной азалии. Покажу, как она себя чувствует. Вот в этой зоне, где мы не так часто ходим, у меня карагана уокера. Вот она уже вся на листиках, тоненькие красивые листики у нее. Листва пихта тут из леса закарпатская. И вот наша листопадная азалия, которая просыпается очень поздно. Листики у нее, даже не листики, а почки, вот такие, в таком состоянии. Брызгать сейчас ее не получится. Мы брызгаем только когда есть листва. Поэтому рассыпаем комплексное удобрение, проливаем, стимулируем рост. Обязательно коллоидную серу рассыпаем. Это делать можно. И ждем, когда хоть что-то появится. Но эта азалия, она вначале цветет, а потом уже у нее листва. Поэтому по листве удобрения нам не получится сделать. Только цветы, бутоны начнут раскрываться, тогда мы можем хотя бы по бутонам водорастворимым удобрением 10-54-10. А сейчас можно еще пролить ее мастером. У нее работает корневая система.
листвы нету, но через корень она удобрение может получать. Кстати, вот такие азалии, они, знаете, хорошо очень от корня размножаются. Идет как поросль. В прошлом году, в этом я уже не вижу, где делся. Вон он. Там растет такая тоненькая веточка, где-то сантиметров 20 от кустика появилась. Подождите, пока она разрастется, и можно отсаживать через год, через два, пока у нее своя корневая появится. И тогда можно будет отсадить. Думаю, по рододендронам, по азалиям понятно все. Идемте, подойдем к магнолии. Хотела рассказать вам на примере магнолии уход весенний, вот этой Феликс и Жули. У нее уже пошел лист, цветения не было. Сейчас по листу можно хелат железа, циркон. Если проблем нету, циркон можно не добавлять. Просто хелат железа одноразово, потому что лист, смотрю, хороший, зеленый, просто профилактически. По удобрениям аптечку в тенек тут поставила. Понаходила, кстати, свои хосты. Смотрите, серу сыпем немножко на такое деревце. Оно примерно, оно с меня ростом 1,80 м. Ну, где-то пол чайной ложки, я думаю. Тут тоже работает капельная трубка у меня. Капает капля. Можно радифармом, если у вас растение подверглось заморозкам поздним. Ну, у нас подверглась. Вермитеком от клеща однозначно. Скором от болезни или хорусом, или любимым вашим фунгицидом обработаем. Если предпосылок, или если вы неделю назад уже обрабатывали, но от клеща надо, когда уже хоть какая-то листва есть. Можно маспиланом обработать. Он уже идет, когда лист есть. И насекомое уже из листа питается нашими зелеными растениями. Более контактного действия маспилан идет. И он более лайтовой такой версии. Но хороший. Маспилан хороший инсектицид. Дальше замульчировали мы. Ну, я мульчировала, кстати, осенью обычным торфом, не кислым. Но желательно обычный с кислым. Потом корой можно, или сосновым опадом, или любым хвойным опадом. Капельная трубка проложена у меня, но далековато. Капает капельная трубка. В таком состоянии это магнолия. Смотрите, значит, по обработкам я вам сказала. Аналогично рододендронам. Почему я их объединила? Единственный уход у магнолии, другой. Можно сейчас их формировать. Только сейчас. Я буду убирать самую нижнюю поросль, нижние веточки обрезать. Вообще-то надо было сделать, когда еще листвы не было. Почему? Можно поставить укоренить. Не знаю, может быть, я и поставлю на укоренение. Почему именно сейчас? Нижние тут я поудаляю. Но вот эту ветку, в принципе, тоже можно было. Но она у меня тогда, она вон где растет. Структуру деревца своего посмотрите, если оно у вас не на штамбе. Как сформировать крону, такую чуть повыше. В принципе, можно убрать эту и эту ветку. Но я подумаю. Так по форме мне оно нравится. Магнолии вообще не любят формировку. У них крона сама такая правильная, красивая, или кустовая, или в форме дерева. Или они бывают привитые, как я вам рассказывала, на разные высоты штамба. Что еще? После, если вы будете делать обрезку, обязательно каким-то антистрессом пролейте. Можно радифармом. Он укоренитель хороший. Кстати, если у вас вообще какие-то проблемы с растениями, профилактически можно или мегафолом, или радифармом. Смотрю, рододендрон мой. Так,
Что я вам все рассказала. Тут видите такие темные почки на рододендроне. Вот тут, где обломались, уже идут в рост побеги. А тут будет цвести. Почки должны быть такие тверденькие. Если пустые, мягкие, значит цветения вы не дождетесь. Вот этот у меня цвести будет. Видите, уже начал раскрывать сами почки. А где-то я видела пустая. Так ее трогаешь, а она пустая. Сама почка. Дождевание. Солнце надо для цветения, но желательно все-таки какими-то растениями закрывать. Жду не дождусь, когда мои скальные можжевельники закроют рододендроны, чтобы был им тенечек. Вот тут проблема на этом. Это рододендрон American Beauty. Так он у меня как-то не реагирует на хелат железа. Сейчас еще раз. Не сейчас вечерком, пройду еще раз. В ногах у меня тут у них посажены горизонтальные можжевельники. Это дает частичное прикрытие все-таки прикорневого кома у магнолий, потому что корни у них вот так вот во все стороны и очень поверхностно. Поэтому если жара, если не замульчировано, нету капельной трубки, пересыхает, и она просто может вообще деревце засохнуть. Ориентируемся, хорошо или плохо растению по состоянию листвы. Но сейчас еще все нормально. Смотрим. Если бледный, вялый, повисший, что-то не так пошло. Не зеленый, лист должен быть насыщенный, зеленый. Если растение хорошо подкормлено, очень большой в рост пойдет. Вот эту магнолию можно по листу 20-20-20. Цветов нету, поэтому мы ее сейчас стимулируем на рост. Большие, мощные побеги, чтобы наросли зеленые. Чем раньше они появятся, тем быстрее они отдревесневеют до осени. И у вас она будет большим красивым деревом и заложит цветочные почки. Они их закладывают, магнолии, где-то с середины июля, август. Тогда усиленный полив и опять же другие удобрения. Но об этом будем уже позже разговаривать. А сейчас давайте пойдем и подкормим наши любимые весенние растения, которые нас так радуют. Жду цветения вот таких рододендронов своих. Отцветает моя магнолия суланжа. Ветку одну выдала, которая цветет. Но в этом году, конечно, цветение испорчено. Тут будет цвести. Но не знаю, заморозки. Укрывать ее я уже не буду. Вот засохшая почка, отпавшая. Такая, из которой мог бы быть красивый цветок. В этом году красивого цветения я вам даже и не покажу. Жаль, конечно, но так получилось. Все, до встречи в следующем видео. Задавайте вопросы. Если видео было вам полезно, можете поставить лайк. Желательно. Мне будет приятно, что я работаю не зря, что моя информация кому-то дает новые знания. И у вас получается подружиться с растениями, как получилось у меня. Я садовод всего 5 лет, это 6-й сезон начался. Опыт у меня мой личный, не переданный в наследство. Я ни у кого не училась, а по наитию как бы, подружилась с растениями, а они дружат со мной. Желаю, чтобы ваши растения также вас полюбили и радовали цветением и красотой. Все, до встречи в следующем видео. Очень скоро.